Приветствуем наших подписчиков и гостей канала Эзотерика для тебя. Друзья, поговорим сегодня о День Иоанна Предтечи. И сегодня достаточно строгие запреты были на этот день у наших предков, поэтому постарайтесь выполнить для того, чтобы не привлечь беды, проблемы и всевозможные неприятности в свою жизнь. Итак, друзья, 9 марта отмечают по народному календарю Иванов день. Иначе этот праздник еще называется Иван или День Иоанна Предтечи. И этот день был известен был Иоанн тем, что крестил Иисуса Христа в реке на Ближнем Востоке под названием Иордан. И именно 9 марта это у нас с вами день обретения главы Иоанна Предтечи, праздник, почитаемый православной церковью. Святой Иоанн Креститель совершил свой подвиг, живя в пустыне и проповедуя приход Мессии. После крещения Иисуса Христа он сообщил всем, что пророчество сбылось, за что и был схвачен по приказу иудейской царевны Иродиады. По просьбе жены царь Ирод отсек голову Иоанна и принес ее на блюде, а тело святого было похоронено его учениками в священной земле. Священный день обретения главы Иоанна Предтечи отмечается дважды в году – 9 марта и 7 июня, так как после обнаружения она была утеряна вновь и позже опять найдена. На Руси Иоанну Предтече молились об избавлении от головной боли. Также у него просили о здоровье детей, о защите посевов и о плодородии. Этому святому следует молиться 9 марта обязательно пчеловодам и земледельцам. Если вы собираетесь пчелиную семью или отводок в новый улей, или планируете перебрать улей или на другое, например, место, или начинаете пчеловодный сезон, или пришло время долгожданного медосбора, все важные или обыденные дела лучше начинать в этот день с Божьей молитвы, благодаря Бога за Его милость и прося о любой помощи и защите всего, чтобы работа ваша ценилась. Пасека увеличивалась, семьи росли и давали мед, и любые болезни, проблемы обходили не только вас стороной, но и также пчел. Также в давние времена все люди, которые занимались исключительно земледелием, знали, что без Божьей помощи и правильного промысла не будет никакого урожая вовсе. Сегодня можно колдовать, каждый день вскапывать землю, ухаживать за своими посадками, обрабатывать от вредителей семена. Но если вы не обратились к Богу с добрыми намерениями, и Он отвернулся, то и все труды будут ваши зря, ведь урожай просто погибнет. И тут неудивительно, что самая-самая крепкая вера всегда была у наших предков. Сам праздник Иоанна считался днем, когда птицы, прилетевшие из теплых краев, вновь обретают свои дома и гнезда, которые они начинают строить. Крестьяне считали своим долгом помочь им в этом, поправляли старые скворечники в садах, сооружали новые, следили за гнездами под крышами своих домов. Если звонко щебечут синички, то говорили о том, что скоро наступит оттепель, а если услышали в лесу настойчивый стук дятла, значит к поздней весне. На хороший урожай будут и большие росы. Пришло время подготавливать на рассаду овощи и цветы, если только появились подснежники. Пора выставлять улья на пасеку, если орешник зацветет. А на утро ударит сильный мороз, если на небе появится яркий месяц. Женщинам нельзя было в этот день стирать белье. Считалось, что птицы могут испугаться и не прилететь обратно. Также ходили слухи, что если птицы вьют гнезда на солнечной стороне, то лето будет холодным, а если наоборот, то лето будет очень и очень теплым. Также наблюдения людей показывали, что своевременный прилет птиц говорит о хорошем урожае в этом году, поэтому люди с нетерпением ждали их. Народ прислушивался к пению птиц. В Иванов день, если запоет синица, то наши предки говорили, что это к теплу.
Однако, если поет она протяжно и жалобно, значит, что она просто-напросто голодна, и ее нужно обязательно накормить. Для таких случаев Люд старался помочь. Устраивали кормушки у скворечников или кидали черствый хлеб и крупы на пол возле дома. Увидеть жаворонка или аиста в этот день считалось хорошей народной приметой. Наши предки говорили, что своевременный прилет весной перелетных птиц из теплых краев обещает достаточно хороший урожай хлеба. В этот день народ издавна прислушивался и наблюдал за знаками природы, погоды и делали даже прогнозы на будущее. Если день по снегу, говорили люди, то и в апреле по снегу, а коли по голу, то и в апреле по тому. Если снег был в день Иоанна Предтечи, это говорило о том, что Пасха будет холодной. Как мы уже сказали ранее, 9 марта запрещалось заниматься стиркой. Считается, что это отпугнет перелетных птиц и приход теплой весны затянется еще надолго. Если еще в Иванов день, стоит борствовать как можно дольше. И если в этот день рано лечь спать, то в дом может залезть нечистая сила, которая способна была перебить всю посуду, отравить еду и даже украсть в лес маленьких детей. А чтобы этого не случилось, спать ложились намного позже полуночи, предварительно привязав к кровати образок и цветок чертополоха. Надо также было нарисовать мелом крест у входной двери, а на пороге положить остро наточенный топор. Так что даже не думайте ложиться рано. Лучше настройтесь и дальние прогулки с друзьями. По возможности встретитесь сегодня с родственниками или проведите свой день со своим домашним животным на природе. Это поможет вам привлечь удачу, благополучие и создаст отличное настроение на этот прекрасный весенний день. К вечеру постарайтесь обратить внимание на месяц, и если у нее рога кажутся острее, чем обычно, то в скором времени поднимется сильный порывистый ветер. А если ваш день вышел хороший, теплый, ясный, то ожидайте теплый месяц апрель, да и на Пасху будет тепло и солнечно. Сны играли в жизни наших предков огромную роль. Их старались запоминать, записывать и пытаться читать, дабы предотвратить опасность или наоборот, ждать чего-то светлого и яркого в будущем. Сны, которые приснились в эту ночь, не исполняются, но предки говорили о возможной вероятности исполнения сна, который приснится днем 9 марта. Что он должен уже будет исполниться ровно через 2 недели, поэтому сконцентрируйтесь на нем. А именинниками 9 марта считаются Иван, Иоанн, Роман и Эразм. Также в этот день, 9 марта, девушкам не стоит плести косы. Считается, что волосы в этот день вплетете болезней и неудачи. Также ни в коем случае нельзя было рубить деревья и выкорчевывать пни. Кто ослушается данного запрета, скоро умрет. Также не нужно в Иванов день бродить по сугробам. В делах будет просто одна неразбериха. И, друзья, не забывайте, что у нас с вами начался Великий пост, поэтому скоромную пищу есть нельзя. Также сегодня вы время от времени можете выглядывать в окно и говорить следующую фразу: «Я творю радость, богатство и благополучие сегодня и всегда». Вот такой, друзья, у нас с вами день 9 марта по народному календарю. Далее, друзья, у нас с вами лунный календарь на 9 марта 2022 года. По лунному календарю нас с вами ожидают 7 и 8 лунные сутки. Растущая луна в знаке зодиака Близнецы. Вы знаете, сегодняшний день, 9 марта, один из самых удачных для работы и бизнеса. Хотя следует отметить, что он в какой-то степени будет и провокационным днем. Сегодня можно буквально свернуть горы. Слова как никогда приобретают магическую силу. Вся окружающая природа очень чутко откликается на каждое слово, даже случайно оброненное.
Возможно, что все сказанное притворится сегодня в жизнь, и хорошее, и плохое, а все пожелания вслух себе и окружающим осуществятся. Помните, что зло сегодня особенно наказуемо, поэтому употребляйте слова и выражения только осторожно. Сказанное дурное пожелание непременно вернется к вам бумерангом. Считается, что сегодня удача сопутствует мудрым и справедливым людям. Этот день является энергетическим пиком, наивысшей точкой развития, эволюции и самосовершенствования. Если вы сосредоточитесь, то можно почувствовать небывалый подъем всех своих душевных и физических сил. И теперь главное мудро реализовать их, направить всю энергию на созидание фундамента, вот той основы, которую можно будет ощутить под ногами в самые трудные моменты. Пора воплотить в жизнь хороший проект, давно задуманное дело, на которое раньше у вас просто не хватало ни сил и ни решимости. Вы знаете, сегодняшний день, 9 марта, достаточно активный и удачный для всех честных и порядочных людей. День хороший для новых приобретений. Покупка, сделанная сегодня, принесет вам радость и удовлетворение. Более того, вполне вероятно, что ваша сегодняшняя молитва обязательно будет услышана. Во второй половине этого дня особенно необходима собранность, организованность, ответственность, чтобы усилия первой половины дня не пошли прахом. Что же касательно стрижки в этот день, то несмотря на тот факт, что Луна входит в растущую фазу, и волосы быстро будут отрастать, делать стрижку сегодня все-таки не рекомендуется. Вашей внешности ничего не грозит, но здоровье может быть ослаблено. С другой стороны, эта процедура поможет раскрыть в себе интуицию или, как вариант, увидеть вещий сон. Что же касательно окраски волос, то окраска волос повысит вашу притягательность. Сегодня лучшим решением будет порадовать себя и своего мужчину легкими завитыми локонами. Вы удивитесь, но именно кудрявые волосы и принесут вам удачу, повысят стрессоустойчивость и увеличат количество энергии. Это усилит энергетику природы. Особенно опасно в этот день обманывать и лукавить. Ложь сегодня обладает большой разрушительной силой. Нельзя произносить и грязных слов. Не стоит также бить посуду, рвать бумагу, какие бы то ни было письма. Увиденный сегодня во сне боевой петух – это говорит о возможной близкой беде для человека или, как вариант, о его близких. Вот, друзья, вот такой у нас с вами будет лунный день на 9 марта 2022 года. С одной стороны, немножко будет сложновато после выходного, но и также каждый из нас может сегодня сделать многие дела. Все-таки Луна у нас с вами растущая, и она помогает во многом осуществить и сделать определенные задачи. С вами, как всегда, был канал Эзотерика для тебя.